Приветствую, друзья! Сегодня я продолжу разбирать резонансные события в мире. Хочу по порядку проанализировать самые важные новости на данную минуту. Первая новость касается Германии и партии «Альтернатива для Германии». На этот раз в центре внимания оказалось решение Федерального конституционного суда в Карлсруэ, которое отклонило требования «Альтернативы для Германии» о выделении государственной субсидии для близкого к ней фонда. Партия пыталась убедить суд, что фонду полагается государственная поддержка с задним числом, поскольку в свое время он был несправедливо лишен финансирования из бюджета. Однако судьи не согласились с этой аргументацией и отклонили иск, что стало серьезным ударом для партии АФД. Решение, которое было принято, касается попытки получить финансирование за 3 года. АФД требовало, чтобы правительство выплатило фонду субсидии за 2019, 2020 и 2021 годы. Однако суд отказался выносить так называемое исполнительное постановление, что фактически означает окончательный отказ в выплатах. А суть дела связана с тем, что еще в феврале 2023 года суд обязал федеральное правительство четко определить критерии распределения государственных субсидий для политических фондов. Чтобы вы понимали, до этого финансирование происходило по усмотрению Бундестага, что суд признал незаконным. Тогда же суд и постановил, что право АФД на равные шансы в политической борьбе было нарушено в 2019 году, так как парламент самовольно исключил данный фонд из списка получателей бюджетных средств, не имея для этого соответствующего закона. На основании этого решения «Альтернатива для Германии» решила добиться компенсации за предыдущие годы, однако столкнулась с процессуальными трудностями. Тогда возникает вопрос, почему же АФД проиграла суд? Несмотря на частичную победу в суде в 2023 году, партии не удалось вовремя подать иски за те года 2020-2021, и поэтому они были отклонены по формальным причинам. Дело по 2022 году было выделено в отдельное производство, и по нему решение пока не вынесено. Таким образом, альтернатива для Германии снова столкнулась с юридическим препятствием в попытке добиться государственного финансирования для своего фонда. И здесь, друзья, важно, что это поражение может ослабить позиции партии перед следующими выборами, так как вы сами понимаете, что финансирование политических фондов играет важную роль в политической деятельности партии. На данную минуту ситуация остается неопределенной, так как судебное разбирательство по 2022 году продолжается, и не исключено, что все-таки АФД попытается найти новые юридические пути для получения финансирования. Еще здесь важным фактором стало то, что в конце 2023 года в Германии был принят новый закон, который четко устанавливает условия для получения государственных дотаций политическими фондами. Согласно новым правилам, финансовая поддержка может предоставляться только в том случае, если связанная с фондом партия 3 раза подряд проходила в Бундестаг в составе фракции. Кроме того, обязательными условиями является приверженность демократическим принципам и поддержка международного сотрудничества. Именно это законодательное изменение стало серьезным барьером для АДГ, так как их фонд не соответствовал новым требованиям. Против этого закона уже подано несколько жалоб в Конституционный суд, но по ним пока не вынесено решение. Таким образом, за 2020-2021 года вообще не было вынесено никакого судебного решения, а значит не было и обязательств, которые можно было бы и исполнить. По 2019 году суд лишь признал, что право альтернативы для Германии на равные возможности было все-таки нарушено из-за отсутствия четкой законодательной базы для финансирования фондов. Однако это не означало, что правительство Германии сейчас обязано компенсировать недополученные выплаты. Поэтому суд указал, что Бундестаг должен учитывать этот прецедент и избегать подобных конституционных нарушений, но не обязан исправлять ошибки и, соответственно, выплаты в политические фонды задним числом. Еще одна важная новость тоже касается Германии. Решение администрации Соединенных Штатов Америки ввести 25% пошлины на автомобили из Европы вызвало резкую критику в самой Германии, особенно со стороны партии «Зеленых». Сопредседатель партии «Зеленых» Франциска Бранднер выступила с жестким заявлением, подчеркнув, что Германия и Европейский Союз должны ответить на эту угрозу решительно и без колебаний.
Выступая перед немецкой прессой, Брантнер подчеркнула, что главная цель – это добиться отмены этих пошлин через переговоры. Однако, по ее словам, одних лишь дипломатических просьб будет недостаточно. Цитата. «Никто не хочет этого торгового конфликта, но Дональд Трамп понимает только силу, поэтому нам нужны ответные меры», – заявила она. Также политик партии «Зеленых» напомнила, что Еврокомиссия уже подготовила возможные ответные пошлины, и такие меры, по ее мнению, являются единственным эффективным способом нанести ответный удар взаимным пошлинам на действия Трампа. Цитата. «Если просто поехать в Вашингтон и вежливо попросить, пожалуйста, отмените пошлины, ничего не произойдет», подчеркнула политик. Брантнер также отметила, что Европа должна занять более жесткую позицию не только по отношению к Дональду Трампу, но и к его союзникам, включая Илона Маска. «Мы должны быть более жесткими в отношении Маска, Евросоюз должен неукоснительно применять свои цифровые законы». Депутат от партии «Зеленых» подчеркнула, что Европа должна активнее защищать свои экономические интересы в условиях обостряющейся глобальной конкуренции и экономического кризиса. При этом Брантнер отметила, что повышение пошлин станет тяжелым ударом для немецкого автопрома. Цитата. «Сначала это ударит по самим американцам. Цены на немецкие автомобили в США резко вырастут, но очевидно, что и наша промышленность здесь, в Германии, также понесет потери. А я вам, друзья, напомню, что в Германии выпускается очень много разных автомобилей. Например, это Audi, BMW, MAN, Maybach, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Volkswagen и так дальше. Поэтому в такой ситуации, по мнению партии «Зеленых», Германия и Евросоюз должны не только защищать свои экономические интересы, но и искать новых торговых партнеров по всему миру. Кроме автомобильного кризиса в Германии, Франциска Брантнер подвергла резкой критике и планы новой коалиции, сформированной ХДС-ХСС с Фридрихом Мерцем и СДПГ, заявив, что их подход к энергетической политике является катастрофическим шагом назад. Цитата. «Просто ужасно видеть, как новое правительство снова делает ставку на уголь и газ, причем с удовольствием закупает его у России. Они фактически возрождают старую связь с Москвой», заявила Брантнер. По ее словам, этот курс не только носит серьезный ущерб экологии, но и ставит под угрозу безопасность всей Германии. Цитата. «Мы снова начинаем с новой силы финансировать военную машину Путина», подчеркнула она, тем самым указывая, что закупки российских энергоносителей могут непосредственно спонсировать новую военную кампанию Кремля. Особую тревогу у «Зеленых» вызывает и потенциальный запуск газопровода «Северный поток-2» после возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Брантнер жестко высказалась против таких предложений, исходящих из рядов ХДС, и потребовала четкой позиции от лидера партии Фридриха Мерца. Тут нужно жесткое заявление от руководства ХДС. Мы не можем позволить, чтобы Германия снова зависела от российских энергоносителей. Хочу, друзья, также напомнить, что за несколько дней до украинского саммита в Париже Брантнер также выступила с призывом к европейским странам усилить военное сотрудничество и перейти к созданию единой оборонной структуры. Она заявила, цитата, «Европейские страны совершенно справедливо настаивают на своем участии в переговорах по Украине. Но если мы хотим реальный голос за столом переговоров, нам нужна настоящая единая европейская оборонная коалиция». Она подчеркнула, что странам Евросоюза необходимо совместно закупать вооружение, развивать военную кооперацию и использовать общие ресурсы. Если мы сами не сможем обеспечить свою оборону, нас просто не пригласят за стол к обсуждению будущей безопасности Европы. Брантнер также предупредила, что Европа не должна нести основные издержки послевоенного урегулирования, если ее исключат из ключевых переговоров. Политик партии «Зеленых» заявила, цитата, «Если нас не допустят к переговорам по Украине, мы не должны в итоге оплачивать весь счет. Это касается и возможного размещения миротворческих сил, ведь именно наших солдат могут отправить в горячие точки». Таким образом, «Зеленые» призывают не только жестко противостоять России в энергетической сфере, но и занимать активную позицию в военной и дипломатической плоскости, чтобы избежать тем самым зависимости от России и будущих кризисов. Ну и, конечно же, я не могу обойти самую последнюю и важную новость.
Накануне важного саммита коалиции желающих в Париже президент Франции Эммануэль Макрон дал разъяснение о возможном размещении европейских военных сил на территории Украины и выступил с жестким требованием к России. По словам Макрона, если европейские страны примут решение об отправке контингента в Украину, то их главной задачей будет обеспечение безопасности стратегически важных объектов. Цитата: «Эти войска не будут находиться на линии фронта и не будут принимать участие в боевых действиях против российских войск», заявил Макрон. Вместо этого военные будут выполнять функции сдерживания, такие как их присутствие должно помешать России развязывать новую широкомасштабную военную операцию, они помогут Украине удержать ключевые позиции в возможной демилитаризированной зоне, и в случае новой российской агрессии войска должны будут готовы оперативно реагировать. Макрон также подчеркнул, что этот вопрос обсуждался во время его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Друзья, как вы знаете, сегодня, в четверг, в Париж прибыли лидеры 31 страны, чтобы принять участие в этом саммите коалиции желающих, который посвящен гарантиям безопасности в случае возможного перемирия между Украиной и Россией. Разработка данной концепции таких гарантий ведется под руководством Франции и Великобритании. И планируется, что в будущем через структуры ООН может быть рассмотрен вопрос о размещении международных миротворческих сил в Украине. На этом саммите Макрон также объявил о новом пакете военной помощи Украине, который составит 2 миллиарда евро. В него войдут ракеты и боеприпасы, танки и бронетехника, ударные и разведывательные дроны. Также французский президент резко осудил поведение Москвы на переговорах о прекращении огня. Цитата: «Россия должна немедленно согласиться на 30-дневное перемирие без каких-либо условий», заявил Макрон. Он также отметил, что Кремль уже давал свои обещания о частичном прекращении огня, но затем в переговорах с Соединенными Штатами Америки выставил новые условия, тем самым подтверждая свой курс на продолжение войны. Макрон добавил: «Говорить о снятии санкций с Москвы сейчас просто невозможно. Для этого еще слишком рано», заявил президент Франции. На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским Макрон вновь подчеркнул, что Франция будет оказывать военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил новый пакет военной помощи от Франции, назвав его сильным и весомым. В ходе переговоров с Эммануэлем Макроном он также подробно рассказал о текущем состоянии переговорного процесса по перемирию, подчеркнув, что ряд вопросов остаются крайне сложными. По словам Зеленского, достигнутые договоренности о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины сейчас упираются в технические детали, в частности, как будет осуществляться контроль за выполнением этих обязательств. Цитата: «Здесь остаются открытые вопросы, которые касаются механизмов мониторинга и гарантий выполнения договоренностей», отметил он. Однако намного более сложным и спорным остается вопрос о прекращении огня в Черном море. Цитата: «Россия использует переговоры как инструмент для затягивания времени и выдвижения новых условий», заявил Зеленский. «Чтобы вынудить Москву действительно идти на уступки, необходимо усилить давление», подчеркнул президент Украины. Эти слова он произнес на фоне обсуждений в Соединенных Штатах Америки о возможном ослаблении санкционного давления на Россию. Зеленский намекнул, что любой шаг в сторону смягчения санкций без реальных уступок со стороны Кремля будет воспринят как слабость Запада и лишь подтолкнет Россию к продолжению войны. Владимир Зеленский вновь призвал союзников, в том числе Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и Великобританию, не ослаблять санкционный режим и наращивать поддержку Украине, чтобы заставить Кремль реально двигаться в сторону мира, а не просто использовать переговоры в игре на время. Друзья, мы разобрали самые горячие и значимые события, которые могут повлиять на будущее Германии, Европы и всего мира. А что думаете вы о избирательном финансировании политических сил в Германии, в частности, нефинансирование политического фонда партии «Альтернатива для Германии», а также смогут ли Соединенные Штаты разорить большими пошлинами автопроизводителей Европейского Союза, и как вы относитесь к возвращению поставок российского газа в Европу через Северный поток-2?
Напишите в комментариях свое мнение. Спасибо за просмотр. Прямо сейчас подпишитесь. Обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски с последними событиями. Спасибо, что ставите лайки, и хороших вам новостей.